Меня зовут Индира. Я родилась в городе Кокшетау, среди чистых озер и бескрайних просторов Казахстана. Моя душа впитала аромат степи, тепло домашнего очага и уважение к традициям. С малых лет я полюбила готовить, особенно сладости, что радует сердце. Для нас, казахов, гость – это благословление. И я верю, еда – это способ делиться добром, историей и душой моего народа. Сегодня судьба привела меня в Болонью, в Италию. Здесь я несу с собой вкус родины и с гордостью представляю Казахстан. Добро пожаловать на мой канал. Ciao a tutti da Индира Индирetta. Добро пожаловать ко мне на кухню. Героиней нашего сегодняшнего выпуска будет тыква. Предлагаю испечь воздушный, тающий во рту, богатый пряностями хлеб-кекс с вкуснейшей штрезельной крошкой. Духовку включаем разогреваться до 170 градусов. Подготавливаем форму. Моя форма 23 на 13 сантиметров. Я слегка смазала ее растительным маслом и застелила пергаментом. Для начала приготовим штрезельную крошку. Нам понадобится 50 граммов муки, 40 грамм коричневого сахара, 25 граммов белого сахара, 30 граммов рубленых семечек тыквы, 40 граммов растопленного сливочного масла и 1/4 чайной ложки корицы. Смешиваем муку, сахар. Перемешиваем. И выливаем растопленное сливочное масло. Перемешиваем. Пока будем готовить тесто для кекса, поставим массу в холодильник. Все ингредиенты должны быть с комнатной температурой. Здесь у меня 200 граммов просеянной пшеничной муки, 1 чайная ложка соды, половина чайной ложки соли, половина чайной ложки разрыхлителя, 1 чайная ложка корицы, 1/4 чайной ложки имбиря, 1/4 чайной ложки мускатного ореха и щепотка душистого перца. Специи вы можете выбирать по своему вкусу. 350 граммов пюре тыквы, 2 яйца, 100 граммов коричневого сахара, 75 граммов обычного белого сахара, 75 граммов растительного масла, я использую оливковое, 1 чайная ложка ванильного экстракта и 100 граммов молока. Для начала в муку просеем все специи, разрыхлитель, соду и соль. Перемешиваем. Перемешиваем и отставляем в сторону. Теперь отдельно смешиваем жидкие ингредиенты. Яйца. Сахар. И масло. Перемешиваем. Добавляем пюре.
ванильный экстракт, Теперь жидкие вливаем в сухие. Осторожно перемешиваем. Долго перемешивать не нужно. Если осталось немножко комочков, ничего страшного. Главное, долго не вымешивать. Теперь выливаем в форму. Теперь посыпаем штриховыми крошками. В руках немножко его разминаем, чтобы не было больше кусочков. Выпекаем кекс 50-60 минут. Кекс выпекался ровно 1 час. Даем остыть в форме минут 10-15. Затем будем вынимать. Кекс получается удивительный, нежный, пушистый, ароматный. Я сделала классический вариант, но вы по желанию можете добавить различные орехи, сухофрукты или кусочки шоколада. Тыква в нем совсем не ощущается, но она придает влажность, бархатную, шелковистую текстуру. Специи абсолютно по желанию. Если не любите, не добавляйте. И без них кекс очень вкусный. Я люблю этот кекс на 2-й день. Мне кажется, что специи лучше раскрываются. Этот пирог вы можете хранить 3-4 дня при комнатной температуре, либо в холодильнике до 10 дней. А также его можно заморозить до 2 месяцев. Настоятельно рекомендую попробовать мой рецепт. Надеюсь, что он вам понравится. Спасибо, что были со мной. Спасибо за просмотр. Если понравилось мое видео, ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Увидимся. Чао!